Здравствуйте, уважаемые садоводы! Знаете, многие даже не догадываются, что самые обычные картофельные очистки могут превратить смородину в настоящую ягоду-гигант, буквально размером с вишню. Весь секрет тут, конечно же, в чистом крахмале. Смородина его просто обожает. Но, разумеется, у дачников с многолетним опытом этот метод часто вызывает, скажем так, серьезное опасение. И это абсолютно понятно. Как вообще использовать эти картофельные очистки и не привлечь грызунов? Ведь первая мысль какая? Стоит только закопать органику, как на этот пир сбегутся все мыши. И будем честны, это абсолютно справедливое опасение. В общем, этот страх заставляет многих отказываться от ценнейшего, а главное, бесплатного удобрения. Существует очень надежный, годами проверенный способ обойти эту проблему. И ключевой момент здесь кроется в понимании того, как устроено само растение. Самая частая, пожалуй, ошибка – это закапывать удобрения прямо у ствола куста. Вот этого делать категорически нельзя. Корни-кормильцы, те самые тоненькие корешки, которые как раз и впитывают все вкусности из почвы, они ведь находятся далеко не в центре. Они располагаются по периметру кроны. Поэтому запоминаем первое железное правило – всегда отступаем от центра куста примерно 30-40 сантиметров. Именно там подкормка сработает на все 100% и принесет ту самую пользу, ради которой мы все это и затеваем. Ну а теперь самое главное – наш секретный ингредиент – обычная древесная зола. Использование древесной золы – это, по сути, двойная выгода, которая работает абсолютно безотказно. Во-первых, это наша глухая оборона от мышей. Зола – это щелочь. Она моментально блокирует и нейтрализует привлекательный запах картофельной органики. Мыши его просто не чуют. Вот и все. Более того, грызуны физически на дух не переносят золу. Она сильно раздражает их чувствительные лапки и слизистые. Для них это просто непреодолимый барьер, абсолютный стоп-сигнал. А во-вторых, это огромная польза для самой смородины. Пока зола отпугивает незваных гостей, она работает как великолепное удобрение, щедро отдавая растению калий и фосфор. Поистине идеальная комбо – защиты и питания. На практике весь этот процесс выглядит элементарно. Всего 4 простых шага. Шаг первый. Как мы уже договорились, отступаем 30-40 сантиметров от центра кустика и делаем небольшой траншею, или лунки глубиной примерно на штык лопаты. Шаг второй. Берем наши очистки, и тут есть важный нюанс. Можно смело брать как свежие, так и замороженные за зиму. Это совершенно не принципиально. Просто раскладываем их ровным слоем на дне нашей траншеи. Шаг третий. Вот он, наш секретный прием. Густо-густо посыпаем очистки слоем древесной золы. Жалеть золу тут точно не нужно, она должна полностью, как одеялом, укрыть картофель. Ну и, наконец, шаг четвертый. Засыпаем все это землей, слегка уплотняем и обязательно, слышите, обязательно обильно поливаем водой. Полив нужен для того, чтобы процессы переработки в почве запустились гораздо быстрее. А теперь самое приятное для тех из нас, кто ценит свое время и силы на участке. Всю эту процедуру достаточно провернуть всего один единственный раз за сезон. Да, представляете? Всего одна такая правильная сбалансированная подкормка обеспечит куст всем необходимым запасом крахмала, калия и фосфора, чтобы выдать нам гигантские ягоды. Опыт показывает, что, сделав так всего один раз, можно собрать просто рекордный урожай. Уверяю, ваши кусты будут удивлять своими размерами всех соседей по даче. А теперь скажите, применялись ли уже картофельные очистки в вашем саду? Может быть, возникали проблемы с грызунами, или зола уже интуитивно пошла в ход? Обязательно делитесь своим опытом в комментариях под этим разбором. Это всегда безумно интересно и полезно для всего нашего сообщества садоводов. Ведь знания, проверенные на практике, и помогают растить рекорды. Пусть в этом году каждый урожай смородины будет размером с хорошую крупную вишню. До новых встреч, друзья!